Я расскажу небольшой анекдот, не анекдот в русском смысле этого слова, в современном, а анекдот в смысле историю из жизни основателя нашего движения. Он был пожилым индусом, который достаточно хорошо владел английским языком, и он стал переводить на английский язык книги, приехал в Америку с этими книгами, но в книгах было очень много ошибок. В английском языке было много ошибок, книги были напечатаны в Дели в каком-то 40 или в 50-м году, они были полны ошибок. У него появились первые ученики, один из его учеников был профессором английского языка. Он стал его исправлять. И однажды он набрался смелости и подошел к своему учителю и задал ему как раз этот самый вопрос. Шрила Прабхупада спросил он, как мне понимать, что вы совершенный, а если я целый день только тем и занимаюсь, что исправляю ваши ошибки? Каким образом? Что это значит? Как я должен это принимать? Шрила Прабхупада дал на это очень интересный и очень глубокий ответ. Он сказал, что мои ошибки, которые ты исправляешь, они с точки зрения, скажем так, английского языка, безусловно, ошибки. Я сам тебя попросил исправлять эти ошибки. Но с точки зрения Бога они не являются ошибками, потому что мотив, который мной движет, абсолютно чистый. Он не сказал так, он сказал гораздо более четко и ясно, я просто растолковываю его смысл. Он сказал, что, по сути дела, Бог принимает все то, что я делаю, даже если я делаю это ошибочно. Тут нужно понимать некую искаженную природу человека, которая всегда будет так или иначе проявляться. У нас есть слабости, еще что-то такое, но при этом у нас есть это чистое устремление к Богу, и оно ценится. Ценится нематериальное совершенство. Если я, например, сейчас, я совершенная личность, я помню очень хорошо, мне начали говорить о том, что духовный учитель, когда я только начинал свой путь, это было 40 лет назад, мне сунули фотографию и сказали, это духовный учитель, он совершенный. Я посмотрел на эту фотографию, увидел человека в очках. И я подумал, ну что за чушь такая? Он же в очках, как он может быть совершенным? О каком совершенстве может идти речь, если он в очках? Это уже не совершенство. Так, если я сейчас сяду за пианино и начну играть, то вы очень быстро поймете, что я несовершенный. Во многих-многих отношениях, даже не только в этих технических отношениях. Я могу перечислить какие-то свои слабости, у меня проблем с этим нет. Но духовный учитель, чему он должен научить? Он должен научить человека этому устремленности к Богу, своей честности в отношениях с Богом, своей искренности в своих попытках так или иначе понять Бога. И для этого не нужно притворяться никем. Для этого не только можно, но и нужно быть самим собой и учить людей на своем примере. Если хотите, я могу остаток времени посвятить перечислению своих слабостей, проблем нет. Я вам этого не позволю.